afternoon. Добрый день. This is my second lecture. I'm pleased to be here. Сегодня вторая лекция, я рад быть здесь. I know from long experiences sometimes you should not turn down the lights. Иногда не следует, может быть, выключать свет, Because people might go to sleep. чтобы аудитория не уснула, But we'll try anyway. но мы рискнем. Okay, so this lecture concerns two very important concepts. Сегодняшняя лекция касается двух очень важных концепций. Territorial integrity Территориальная целостность and self-determination. и самоопределение. And so I have been asked to try to reconcile or bring the two together. Меня попросили рассмотреть эти два явления вместе. So you have to decide at the end whether I have done it. А вы в конце лекции решите, определите, удалось ли это мне. And of course, everything I say in this presentation is just my own personal opinion. И все, что будет сказано в этой лекции, выражает личное мнение профессора Лоренса. So first, territorial integrity. Территориальная целостность. And that is a fundamental idea that states should remain whole. Фундаментальная идея о том, что государство должно оставаться целостным. It is really based on this idea of sovereignty. Она основывается на идее о суверенитете. And one state should not force a change upon another. И что одно государство не должно навязывать перемены другому государству. In the last lecture, I talked about this act of aggression. На прошлой лекции мы говорили об акте агрессии как термине. So simply, if one state forces a change, it could be an act of aggression. Если одно государство вынуждает другое изменить свои границы, это может расцениваться как акт агрессии. I will mention the case of Kosovo. Рассмотрим на примере Косово. In 2000, I worked for the United Nations in Kosovo. В 2000 году профессор Лоренс работал в Организации Объединенных Наций в Косово. Very interesting situation. Очень интересная ситуация. Whether it applies here is a debate. Применима ли эта концепция территориальной целостности здесь? Это дискуссионный вопрос. In 1999, there was a Security Council resolution. В 1999 году была принята резолюция Совета Безопасности ООН, that guaranteed this territorial integrity for Yugoslavia. которая гарантировала территориальную целостность Югославии. But since then, the International Court has made a ruling. Но позже Международный суд он принял другое решение, That they could declare independence. что они могут провозгласить независимость. But still, Kosovo is not fully recognized. Но на сегодняшний момент Косово не является признанным государством всеми странами ООН. Russia and Serbia still do not recognize Kosovo. Россия и Сербия до сих пор не признали Косово как отдельное государство. In Kosovo, there was a long and bloody conflict. И в Косово был кровавый длительный вооруженный конфликт. And the United Nations and Europe spent many years and many billions of dollars. И ООН, и Европейский Союз потратили много лет и много миллиардов долларов, To try to build up those Kosovo institutions. чтобы восстановить политические институты Косово. So let's move to self-determination. Итак, самоопределение. And this is the right of a people to decide their own fate. Это право народа решить свою собственную судьбу. It is also a core principle of international law. И это также один из ключевых принципов международного права. And covered in certain treaties. Это охватывается несколькими договорами. The UN Charter. Уставом ООН. The Convention on Civil and Political Rights. И Конвенцию о гражданских и политических правах. So this principle, like most principles, has evolved or changed over the centuries. Но этот принцип, как и другие правовые принципы, претерпел изменения в течение времени.
There have been successful secessionist movements. Потому что было несколько прецедентов успешных сепаратистских движений. During the Cold War, во время холодной войны, which was where I spent most of my career for the U.S., на те годы пришлась как раз большая часть военной карьеры докладчика. There were movements challenging the ruling powers. То есть были в разных странах определенные движения, которые бросали вызов правлению, официальному управлению государством. Some were successful, some were not. Некоторые были успешны, некоторые потерпели неудачу. So there is an interesting idea, this internal self-determination and external self-determination. Следует различать внутреннее самоопределение и внешнее самоопределение. A country could have people who have autonomy within the country. В некоторых странах, некоторые страны могут иметь автономию в составе других государств. And they are satisfied with their sense of autonomy or independence. И статус автономии устраивает, удовлетворяет их внутри другого государства. I would argue that the country Belgium is one of those countries. Я полагаю, что страна, например, Бельгия, обладает таким статусом. It has two peoples. It has the Dutch-speaking people. Там есть население, которое говорит по-голландски. And the French-speaking people. И население, которое говорит на французском языке. And they each have their own schools and their languages and their autonomy. И у них есть своя автономия, у них свои разные школы. And they also have a very strong economy. И очень сильная экономика. I would also argue that a country with a strong economy Я считаю, что именно страны с сильной экономикой has the luxury of allowing this. Могут себе позволить роскошь иметь такое устройство. I think with a weak economy and very poor situation, Если экономика слабая, ситуация нестабильная, it can more likely lead to conflict. то, скорее всего, это приведет к конфликту. And the law says that this self-determination should go to a people. И закон гласит, что самоопределение должно исходить от народа. And that is controversial. А это неоднозначный вопрос. Are people of one type different than the rest of the country? Народ, объединенный по какому-то признаку, отличается ли он от остальных граждан страны? So this has never been fully resolved. Это никогда не было в полной степени решено. So I will talk about some special cases. Поговорим о нескольких конкретных кейсах. I will cover them a little bit today. Немного мы поговорим об этом сегодня. And in my next lecture about non-recognized states, I will cover them in more detail. А на следующей лекции, посвященной непризнанным государствам, мы поговорим об этом больше. And most of them are in what I would say the post-Soviet space. И большинство из них находится в том, что называется постсоветское пространство. The area that was controlled by the Soviet Union. Территория, которая контролировалась Советским Союзом. And it plays out in terms of national interests. И тут задействованы национальные интересы. And I spent 2 months in Georgia 10 years ago. Профессор 10 лет назад провел 2 месяца в Грузии. Fascinating place with 2 unrecognized republics. Удивительное место, где существуют 2 непризнанных республики. I should say that they're recognized by Russia. Но они признаны Российской Федерацией. So this is, and we'll talk more about that in my next lecture. Об этом подробнее в следующей лекции. Kosovo, Georgia is a beautiful country with much potential. Грузия – это красивая страна с большим потенциалом. But it's been held back by these internal conflicts. Но ее развитие сдерживают внутренние конфликты. And that's Abkhazia, South Ossetia. Абхазия и Южная Осетия. And because of their isolation, Из-за их изоляции the long-term prospects, I think, are not so good for true independence.
долгосрочные перспективы на истинную независимость не так хороши. And I will talk more about that in my next lecture. Подробнее об этом в третьей лекции. Cyprus is an interesting question. Кипр интересный тоже пример. Turkey moved to control the first half of Cyprus, the northern part. Турция контролирует северную часть. I think Turkey is the only country recognizing independence of northern Cyprus. И, по-видимому, Турция является единственной страной, которая признает независимость Северного Кипра. The U.S. and Europe have refused to recognize its independence. Соединенные Штаты и Европейский Союз отказываются признать ее независимость. Despite the fact that NATO is an ally. Несмотря на то, что Турция является союзником НАТО. So within NATO we have Greece and Turkey. Поэтому внутри НАТО есть государства Греции и Турция. With a very different view about this Cyprus. Хотя у них совершенно разное мнение по поводу Кипра. So of course we have the two republics that are not far from here. Две республики недалеко расположены от Таганрога. And very interesting question about how do you determine if a referendum is legal. И очень интересный вопрос, как определить, имеет юридическую силу ли референдум. I would argue that it is, you have to look to national law or domestic law. По моему мнению, нужно рассматривать это в рамках национального права. So the question is, if a referendum is not lawful under the law of the host country, Ukraine. То есть вопрос в том, если референдум считается незаконным по внутринациональным законам крупного государства, то есть Украины, could it be a basis for independence? Сможет ли он стать основой для провозглашения независимости? Anyone have an opinion on that? Есть ли у кого-то мнение? Я, допустим, считаю, что на момент проведения референдума You want to translate that? Well, they can hear him. Speak up so they can hear you in Russian. Хорошо. На тот момент не существовало законодательства Украины и Украины как государства. Так как оно было уничтожено в Киеве, и фактически Украина пересоздавалась в тот момент. Okay, that's a very interesting argument. Это очень интересный аргумент. That at the time of the referendum, there was no government in Ukraine. Что во время референдума на Украине не было правительства. And you should also tell me that the president of Ukraine is in Moscow now, right? In Rostov. Where is he? In Rostov. In Rostov. Maybe we can bring him in. Rostov. So does that mean that that the president can still control what is going on in the country? Is he still the lawful president? Вопрос в том, президент, который не находится в стране, является ли он до сих пор законным президентом, может ли он контролировать то, что происходит в стране? And how long will he remain the president? As long as he lives? И как долго он останется президентом, получается, в течение всей своей жизни? Interesting question. Интересный вопрос. So that would mean that with no legal government in Ukraine, Это бы означало, что без законного правительства на Украине the former president can direct whatever happens in the country. Do you think that is true? экс-президент может руководить, контролировать всем, что происходит в стране, разве это так? Я не говорю, что Янукович до сих пор легитимный президент. Я хочу сказать, что в тот момент не было единой государственной власти легальной в Украине. Okay. Поэтому страна создавалась заново новыми властями. Okay. So this is a good argument. Хороший аргумент. I don't necessarily agree. Я не согласен. And it's a fascinating. It shows, I think, why this is so difficult. Я думаю, он показывает, почему все это так сложно. How long can a country exist with no government?
Как долго страна может существовать без правительства? I would argue that Iraq has no government right now. Я бы сказал, что в Ираке нет правительства на сегодняшний момент. I would argue that Syria has no government. И в Сирии нет правительства на сегодняшний момент. And therefore, my friends, the Kurds can declare independence. И поэтому, например, курды могут объявить независимость. And we can have a new Kurdish state in the north because there's no government. И может образоваться на севере новое государство курдов, потому что нет правительства. Kurdish referendum, very interesting. Референдум для курдов. So it's interesting for me when you make an argument. То есть для меня интересно, что когда How far can you take it? Когда делается какое-то заявление, насколько далеко его можно... Good discussion. So, let me see. Crimea. По поводу Ирака. Question? You have a question? Вы сказали, что нет правительства в Ираке. А как же там законно избранный президент Ашад? Okay. But if the president only controls 20% of his country, если президент контролирует только 20% своей страны, is he really a president? является ли он действительно президентом? I'm not sure. А легитимность избрания? Okay. Maybe let me do this. Let me try to get through these things, and then we'll have time for questions later. Давайте вопросы оставим. I would like to hear your questions. Конечно, это очень интересно выслушать. Maybe going to Syria is too far today. Может быть, вопрос о Сирии немножко далек от нас сегодняшней темы. So let me one question. Okay. Хотелось бы узнать, вообще-то, прежде чем задавать вопрос лектору, мнение лектора, кто, по его мнению, что такое народ, который имеет право на самоопределение? Конкретизировать. Его мнение лично. Okay. Okay. This is another хороший вопрос. This is it's not too clear. И это не слишком ясно. And I think that is the heart of one of the problems of applying this law. Это ключевой вопрос, проблемы. So let me try to go further. Maybe we can follow up at the end. Давайте дальше посмотрим, что у нас Let me есть. see. So I will try to spend some time on Crimea. Некоторое время посвятим Крыму. And I will say that I found two articles that will be available in the library, I think. И профессор привез с собой две статьи, которые впоследствии можно будет прочитать в библиотеке нашей. So if you want to read these articles, they're all in English. Они на английском языке. We will make them available to you at your computers. То есть мы сделаем так, чтобы вы могли прочитать их на компьютерной библиотеке. The two most interesting are Kapustin and Mereshko. Это мнение Капустина и мнение Мерешко. Kapustin finds that the annexation was legal. Капустин считает, что присоединение Крыма было законным, Mereshko finds that it was not legal. а Мерешко нет. And so you can compare and decide. И можно сравнить их аргументацию и решить. So I will summarize Kapustin's argument. Краткий обзор статьи Капустина. Looking at history, С исторической точки зрения, Crimea had always operated autonomously. Крым всегда был автономным. And what we had in 2014 was a peaceful annexation. И что произошло в 2014 году, это было мирное вхождение в Российскую Федерацию. And by invitation. По приглашению. If there was no government, Если считать, что не было правительства, I guess the former president could invite. я думаю, что бывший президент как-то мог сделать это. Very interesting question going back to the republics of the USSR. Возвращаясь к истории союзных республик, Was the USSR one state under the law? СССР являлся единым государством по закону? Or were there different states under the law? Или это были различные государства? I think at the beginning of the UN, the Soviet Union requested that all the republics be members of the UN.
По-моему, в начале возникновения Организации Объединенных Наций Советский Союз просил, чтобы всем республикам было предоставлено членство. How many Soviet republics were there? Сколько было союзных республик на тот момент? There were 13. 15. Well, but an argument could be made that all the Soviet republics should have had seats at the UN. Interesting question. Но было сделано заявление, что всем союзным республикам следует предоставить место в ООН. So the deeper you go, the deeper I go into this, Поэтому чем глубже я вникаю в этот вопрос, the more confused I get. я больше и больше запутываюсь. Because I really know nothing of this history. Потому что я плохо знаю эту I историю. will admit. Признаю. So the referendum was held in Crimea. Итак, в Крыму прошел референдум. They voted in favor of reunification with Russia. И народ проголосовал за восстановление воссоединения с Россией. And the treaty was signed very promptly thereafter. И был подписан в ближайшие сроки после этого договор. All this happened in a very short time. И все это произошло за короткий период времени. In my own view, speed is not always a good thing. И по мнению профессора, скорость это не всегда хорошо. My opinion. По его мнению. So this is a statement of President Putin. Перед вами заявление президента Путина. I hope this is not fake news. Надеюсь, что это правильная цитата. And he said that this is a humanitarian mission. И он назвал это гуманитарной миссией. The legitimate president told us we can do it. Что легитимный президент сказал, что это... So that seems to be a big part of the argument. So I've already asked this question. I'm not going to, maybe we can discuss it at the end. How long will he be Обсудим эти вопросы в конце лекции. То есть, как долго Янукович сможет оставаться легитимным президентом? And I will change the second one. How long can he govern from Russia? Да. И как долго, может ли он управлять страной, находясь в другом городе? And who decides? И кому решать, кому принимать решение? Is it the people inside Ukraine? Будут ли решать люди, проживающие на Украине? President of Russia? Президент России? I'm not sure. Не уверен. So let's go to that I think is a summary of the arguments in favor, legal favor of this annexation. То есть это было краткое изложение аргументов в пользу присоединения Крыма, в пользу легитимности присоединения Крыма. Mereshko article. Статья Мерешко, с другой стороны. And of course you can criticize him because he's from Ukraine. И, конечно, можно его критиковать сразу, потому что он из Украины. He said that this clearly violates international law. Он считает, что это явное нарушение международного права. Here's one treaty. Вот выдержка из одного договора. And they agreed to respect each other's integrity and the inviolability of the border. В котором было провозглашено согласие уважать границы двух стран и целостность государственную. So again, we have a conflict between self-determination and territorial integrity. Опять же наблюдается конфликт между самоопределением и территориальной целостностью. And we've already talked about this. И мы уже затронули вопрос переворота. When a country has no government, does this give an outside power the right to intervene? Когда в стране нет правительства, может ли сторонняя сила вмешиваться? According to Mereshko, По мнению Мерешко, the power comes from the people and not the president who's left the country. властью наделены люди, народ, проживающий в стране, а не президент, который Interesting question. уехал из него. Интересный вопрос. And the people, who are a people? Итак, кто же является народом? So an argument can be made that the Crimeans are a single people Можно привести аргумент, что крымчане являются единым народом with a common history. с общей историей. An argument can be made that they are really a mixed group of Russians
Но с другой стороны, другие могут сказать, что это смешанная группа, состоящая из русских, украинцев, крымских татар и других This is unresolved. Этот вопрос не решен. Another interesting argument. Еще один интересный аргумент. Russia has long been opposed to humanitarian intervention. Россия всегда была против гуманитарной интервенции. I think Russia took a strong position against independence of Chechnya. Россия занимала определенную позицию по отношению к отделению Чечни. Russia took a strong position against NATO intervention in Kosovo. А также была против вмешательства НАТО в Косово. So it's interesting for me, Russia has never recognized Kosovo. Russia has not Россия recognized, так и не признала Косово. but still argues that Kosovo is precedent for Crimea. Но приводит пример Косово как прецедент для Крыма. So can you refuse to recognize a country Можно ли отказываться признать суверенность страны, and then say Kosovo is the reason, is an example of being independent? а потом опираться на этот случай как на I'm not прецедент? sure. Не уверен. This is another interesting thing that is not often mentioned. Еще один интересный факт, который не часто упоминают. In 1994, that's before most of you were born. В 1994 году, но большая часть аудитории только родилась, наверное, Ukraine had nuclear weapons у Украины было ядерное оружие on its territory, на территории, Soviet nuclear weapons. советское ядерное оружие. And how do we get Ukraine to agree to give them up? И как же Украина его отдала? Russia wanted them to give them up. Россия хотела, чтобы это совершилось. The United States wanted to give them up. США также хотела этого. So we all entered into an agreement, Поэтому все страны подписали соглашение, a treaty, договор, which says we must respect Ukraine and sovereignty within existing borders. который гласил о том, что нужно уважать украинские границы, существующие границы. I think the existing borders included Crimea. И на тот момент существующая граница включала в себя Украину, Крым. And then they agreed that if questions come up, we need to consult. И они также согласились на том, что если возникнут какие-то вопросы, то нужно провести консультации взаимные. I don't think there was any consultation before Russia annexed Crimea. Но до присоединения Крыма, как профессор считает, таких консультаций не было проведено. So another interesting argument. Еще один интересный аргумент. The U.S. promised Ukraine in 1994 that it would guarantee its borders. Что США пообещала Украине в 1994 году, что США будет гарантировать неприкосновенность границ Украины. So now Russia has taken part of Ukraine, at least it was at the time. Теперь Россия присоединила к себе часть Украины, какой она была в то время, по крайней мере. So would the U.S. have the right to intervene to protect Ukraine? Дает ли это право США вмешиваться, чтобы защитить Украину? Interesting question. Интересный вопрос. I don't know whether Ukraine demanded that. Я не знаю, требовала ли это Украина, Ukraine is not a member of NATO, потому что Украина не член НАТО. but if the president, well, there was no president. You say there was no president at Но the если time. был президент, но президента не было в то время. If the person who sat in the State House in Ukraine came to America and said, "You must defend us," Но если бы тот человек, который сидел в президентском кресле в то you время, agreed in the treaty, what would the American response be? приехал бы в Америку и сказал, вы должны нас защищать, вы подписали этот договор. I think we would refuse. Я думаю, что США бы отклонила эту просьбу. I don't think we would risk a war with Russia over this. Не думаю, что США бы стала рисковать военными действиями. My own opinion. Личное мнение профессора. But it shows an interesting piece of law that people forget about. Но это интересный пример законодательного акта, который не часто вспоминают. And did anyone feel a need to consult? И чувствовал ли кто-нибудь необходимость провести консультацию? Anyway, we'll have time to discuss this later if you want. Let me try to get through this. Так, вопросы оставим на конец.
So let me spend a few minutes upon international courts. Несколько минут посвятим международным судам. So as lawyers, as law students, we like to think that there is courts can resolve controversies. Как юристы, как студенты юридического направления, мы знаем, что суды подразумевают разрешение конфликта. So let us see what courts have to say about this. Посмотрим, что суды говорят об этом. So let me cover 3 courts. Итак, 3 суда. European Court of Human Rights. Европейский суд прав человека. Russia, of course, is a member of the Council of Europe and has submitted to the court for jurisdiction. Являясь членом Европейского совета, Россия является членом Международного суда по правам человека. And this is a special court that only hears about violations of human rights. Это особый суд, который заслушивает дела только по And it usually gives monetary damages. посвященный нарушению прав человека и, как правило, выносит решение о денежной компенсации Against the state. против государства. So there are 5 lawsuits underway with regard to Russia. В настоящий момент проходят 5 слушаний, что касается России и Украины. So again, this court has a narrow responsibility. Повторим, что у этого суда достаточно узкая сфера деятельности. And at most it would say this person's rights have been violated. И, как правило, решение принимается о том, что да, права этого человека были нарушены. The Tatars no longer have their human rights. У татар больше нет гуманитарных прав, своих прав. And Russia has to pay some compensation. И России нужно выплатить компенсацию. At most, that would be what you'd see. В большей части случаев так происходит. So the Court of Human Rights will not have much impact here. Поэтому Европейский суд по правам человека не имеет сильного влияния. International Criminal Court. Международный уголовный суд. That's the new palace in the Netherlands, the new palace of justice. Новый дворец правосудия в Нидерландах. For 8 years, I took American students there. 8 лет я возил на летнюю практику туда студентов. And we studied international justice. И мы изучали международное правосудие. Neither Russia nor America are parties. Но ни Россия, ни США не являются странами-участниками этого суда. And in short, I am not very optimistic about International Criminal Court. И если говорить кратко, то профессор не очень оптимистично расценивает деятельность этого международного уголовного суда. Too many problems, too many divisions. Слишком много проблем, слишком много отделов. Most of the cases are in Africa. Большая часть дел по Африке. And the Africans are leaving the court. Africans are leaving. They're leaving the statute. They're leaving the court. Африканские государства отказываются от своего участия в судах. So let me see. So there is a preliminary examination underway. Проходит предварительное слушание. To find out if there have been violations, criminal violations in Ukraine. Чтобы выяснить, проходили ли уголовные правонарушения. And one of the papers that I filed is the report. It's on the ICC website. И один из документов, который профессор предоставит нашей библиотеке, это как раз отчет этого суда, с которым можно ознакомиться. You can read that report. I think there's a version in Russian on the ICC website. И на официальном сайте Международного уголовного суда можно найти русскоязычную версию. In short, I don't think the ICC will have any impact here. В нескольких словах, то этот суд также не имеет большого влияния. International Court of Justice. Международный суд. I took my students here for several years. 8 years I took my students to visit here in the summer.
И также в течение 8 лет профессор Лоуренс привозил своих студентов и в этот суд тоже. In the main hall, there's a bust of Professor Martins, И в главном зале стоит бюст профессора Мартинса, who was the great scholar of international law from St. Petersburg, который был выдающийся исследователь международного права из Санкт-Петербурга. and still has. Russia had at this time, when this was being built, a huge impact on international law. И когда этот институт создавался, у России было большое влияние на него. It's interesting, there are two types of treaties that have brought the cases on Ukraine to the International Court of Justice. Два типа дел, которые рассматриваются в этом суде. I think it will never hear a case of whether Russia was the aggressor. И ни один из них не был заключен в том, является ли Россия агрессором. There's really no jurisdiction or power to require Russia to participate in that. Потому что суд не обладает юрисдикцией или властью заставить Россию участвовать. So the most important question regarding Самый важный вопрос, который касается Crimea will never be resolved here. который касается Крыма, не будет разрешен в этом суде. Very interesting case, Georgia versus Russia. Интересный кейс Грузия против России. I was in The Hague when this was having a hearing. И он был там, когда проходили слушания. Russia and Georgia are a party to this convention. И Россия, и Грузия являются странами-участниками конвенции. This third convention. Конвенция по ограничению и по уничтожению всех форм дискриминации, по российской дискриминации. So Georgia claimed that the conflict in Abkhazia and Ossetia was a form of racial discrimination. Грузия утверждала, что конфликты в Абхазии и Осетии были основаны на расовой дискриминации. Interesting argument. Интересный аргумент. But it did get both Russia and Georgia into the court at the same time. Который привел Россию и Грузию в суд. There was much publicity on that. Дело освещалось прессой. But not really any real resolution. Но действительного решения не было вынесено. It's another case where two sides can come together in an international court. Это еще один случай того, как две стороны могут встретиться в международном суде. And there's a ruling. И суд выносит решение. And each side can claim victory. И при этом каждая сторона считает себя победившей. And so this part of the case is over with regard to Georgia. Что касается Грузии, это дело было завершено. So now there is a case in front of the International Court of Justice. Теперь в Международном суде ООН рассматривается дело. One is on this Racial Discrimination Convention. Одно в рамках конвенции о расовой дискриминации. Again, a very narrow argument based upon claims against the Ukrainians and the Tatars. Опять-таки очень узкое направление только татары в Крыму, притеснение. And I think there are 12-13 judges on the court. И в суде дело рассматривают 13 судей. And they often each issue their own opinion. И каждый из них выражает свое собственное мнение. But they did provide a very narrow ruling. Но они вынесли очень узкое решение конкретное. Which said, be sure the Tatars have their rights of representation. Которое гласило, что стороны должны убедиться в том, чтобы у татар была возможность для репрезентации. So was that a victory or a loss? Была ли это победа или поражение? There is another treaty that is being looked at. Еще один договор, который рассматривается. Regarding suppression of terrorism.
который касается противодействия терроризму. And a claim was made that Russia's providing of a weapon И было сделано заявление, что Россия предоставляла оружие, brought down the Malaysian airliner. в результате чего аэробус малайских авиалиний был сбит. That is still not resolved, Этот случай все еще не разрешен, very complicated. очень сложный. There is still an investigation underway. Все еще проходит расследование. One of my former law students in St. Petersburg И один из бывших студентов, профессора в Санкт-Петербурге, is representing the Russian government on this. представляет правительство Российской Федерации по этому делу. I asked him some questions. He told me he could not discuss it. Я пытался задать ему вопросы, но он ответил, что он не может разглашать это. Very interesting legal case. Очень интересный юридический случай. So I think I'm almost finished with this presentation. There'll be time for questions. Мы почти закончили с презентацией, останется время для вопросов. So I was asked to reconcile these two different principles. Меня просили два этих принципа примирить, рассмотреть их параллельно. And I have not been able to. И у меня это не получилось. They are too different. Они слишком разные. But hopefully you understand more about the principles. Но я надеюсь, что как бы мы расширили свои знания в этой сфере. And I will argue that states will act in their own self-interest. Я утверждаю, что государство действует в своих собственных интересах. They will sometimes expand or sometimes even ignore international law. И они идут на то, чтобы расширять юридические понятия или даже игнорировать. They will sometimes change their position that they've held for many years. Иногда государство меняет свое мнение, которого придерживалось много лет. I think the U.S. is guilty of that. И США виновны в этом грехе тоже. And so the important point when I was researching this, I came up with an important point, I think, my own opinion. Важная идея, которая пришла мне в голову, когда я занимался этим вопросом. Legal questions are not the main questions here. Юридически это не главные вопросы. I hope this does not tell the law students that they're wasting their time. Но надеюсь, это не скажет студентам, юристам, что они тратят свое время впустую. I think it's important to have legal interpretations. Я думаю, что очень важно иметь правовую интерпретацию. But I think this case is more political and economic and military Но этот кейс больше, конечно, политический, военный, экономический, than legal. чем правовой. So if you invite me back here in 10 years, Поэтому, если вы пригласите меня вернуться через 10 лет, I'll be very old at that time. я буду старым очень, We will still debate this. но мы все равно будем обсуждать это. There will be no legal resolution of this in 10 years, I would predict. Потому что я предполагаю, что через 10 лет не будет правового решения этого вопроса. But what will be the economic consequences? Но каковы экономические последствия? What will this do to the relations between the West and Russia? Как это повлияет на отношения России с западными странами? I think the decision to annex Crimea it showed a strong leader. Я думаю, что решение о присоединении Крыма показало сильного лидера. It showed a decisive man. Показало решительного человека. I think within Russia it was hugely popular. И внутри России это решение было очень популярным. And I think our President Trump, has long been a believer. He long has shown he likes a strong leader. И президент Трамп, например, всегда показывал, что ему нравятся сильные лидеры. But in 10 years, where will we be in international relations? Но где окажутся наши международные отношения через 10 лет? And so I think the Crimea situation has greatly changed the relation between the West and Russia. Потому что ситуация с Крымом оказала огромное влияние на отношения между Россией и другими странами. 10 years from now, you'll have to decide whether it was. I don't think the question will be whether it's legal. The question will be what was the cost and what was
the outcome. А через 10 лет, я думаю, вам решать, даже не был ли это правовым актом, а сколько это стоило, каковы были затраты. So we have times for questions. Вопрос. You already had one question. Anybody else? Yes, ma'am. We can turn the lights up. Can you turn the lights on? Thank you. Спасибо. Yes, I need more. Question? Да. Sure, please. Спасибо, мистер Лоуренс, столь интересную и животрепещущую тему. Действительно, сепаратистские движения очень часты в последние 20 лет, я бы сказала. Вы еще не упомянули о стране басков, Шотландии, Каталонии. Вот 1 октября будет проходить референдум в Каталонии. Вы можете прокомментировать с юридической точки зрения законность этого референдума? Yeah. Sure. Here, another хороший вопрос. I think Catalonia, I will be next month, 2 weeks after the referendum, I will be in Catalonia. В следующем месяце, через 2 недели после референдума, профессор будет как раз в Каталонии. And I have tried to follow this. И постарается. I have heard that since the terrorist attacks in Barcelona, Слышал, что после террористических атак в Барселоне they are not so enthusiastic about independence anymore. уже они не так с восторгом воспринимают идею о независимости. I think Catalonia is. I mean, look at Scotland. Посмотрите, например, Шотландии. I mean, we have increasing number of peoples. Все большее число народа. I think the Scotch are a people. Шотландских народов. And the Catalan are a people. И каталонского народа. But I think that there are legal questions. Есть правовые вопросы.